То есть команда MoSports не была друзьями, мы были сотрудниками. То человеку, которому там 19-20, иногда нужно поспать побольше. И это называется профессионализмом. Всем привет, у нас были посты в соцсетях, где вы могли задать мне вопросы, ну и как бы сейчас я на них отвечу, постараюсь ответить максимально полно, да? Это очень такой своеобразный момент, это зависит очень сильно от личности, и уверенность обычно придает, конечно, победы, то есть это само собой происходит, но внушить уверенность как таковую – это психологический такой аспект, который не так прост, и нужно очень индивидуально к нему подходить, то есть нужно заниматься и исследовать его глубже, чем просто игра, и узнавать, что происходит в жизни, какие личные моменты влияют на перформанс, ну типа и так далее и тому подобное. По поводу сна, питания и так далее, питание это в любом случае индивидуально, то есть когда у тебя существуют люди из 6 разных стран, ну 5, да, в данный момент, включая меня, в любом случае у людей разный менталитет, разное питание, они живут своей жизнью по-разному, и еще существует разница в возрасте, то есть если мне как бы за 30 и при этом для меня 6 часов сна это нормально, я чувствую себя прекрасно, то человеку, которому там 19-20, иногда нужно поспать побольше. Вот он хочется поспать 12 часов, я же не буду заставлять его встать в 8 утра, потому что так надо и так написано в книжке. То есть, если это, ну именно сон конкретно, да, и питание, если это не влияет на перформанс, или это влияет в лучшую сторону на его перформанс, там больше сна, например, или некоторые люди не любят завтракать, я не буду заставлять их завтракать, потому что так нужно, понимаете, и, соответственно, этот вообще весь момент, он индивидуален, и к каждому нужно подходить индивидуально в первую очередь. Но вообще я не думаю, что будут какие-либо проблемы с дисциплиной, у меня их никогда не было, ни с кем практически. Работа вошера в MoSports, ну как бы и для меня, и для Оскара работа вошер это не впервой. Мы работали довольно долго в вошер, больше года, потом мы работали вместе в MoSports, и теперь мы снова работаем в вошер. Оскар очень опытный игрок, и для него не существует слишком большой трудности играть в одном, другом, третьем или 10 составе, тем более на его роли, потому что для него это не особо сильно меняется. И плюс у него остался тот же тренер, то есть по сути для него даже теоретические вопросы, которые существуют сейчас, они его касаются очень минимально, потому что в любом случае он знает, что делать на своей роли, он уже возрастной игрок, и для него это не составляет никаких как бы трудностей быстро приспособиться и делать свою работу нормально просто. Это очень трудный вопрос. У меня есть пример. То есть команда MoSports не была друзьями, мы были сотрудниками, мы не завтракали, ужинали, обедали вместе, не ходили в кино и не гуляли по паркам, но при этом мы добивались результата. То есть у нас был хороший перформанс, несмотря на то, что слишком хороших дружеских отношений у нас не было. И это называется профессионализмом. Я уверен, что не все в футбольных или баскетбольных командах лучшие друзья, они приходят, умеют делать свою работу. И для меня это очень важно. В интернациональном составе довольно трудно построить слишком хорошие дружеские отношения. Во-первых, потому что мы далеко от друг друга. Да, мы встречаемся на турнирах и буткемпах, допустим, но, тем не менее, опять же, менталитет разный, возраст разный, и найти слишком много общих интересов у меня с 19-летним парнем или с 20-летним парнем там, из Иордании, но это довольно трудно, поймите меня правильно. Поэтому изначально все-таки все строится на работе и профессиональном подходе в первую очередь, во вторую же очередь на дружбе. Basically, fix of this is obviously practice. We just have a new lineup. Soon we will have a fifth player. We'll start to work pretty hard, and we have quite some time to do it, like 2-3 weeks till first officials. And obviously, it's still not enough because you need to have at least 6 maps. Normally, to play best of 3, you need to have at least 5. Okay, you will lose pick of your opponent, but still, it should be at least 6 maps. And before the normal work will start, and before we'll assign a 5th player,
Right now it's obviously just like we are getting used to each other, getting used to comms and fixing just names of positions and stuff like that, and searching for roles. But even roles which we'll find soon will be switched even during tournaments, or can be switched, because you don't know. Basically, when you came and you chose the roles and you're even practicing, then during tournament you can face a situation where you will see that just doesn't work. And then you don't need to be afraid to switch it up, basically. It will take some time. I hope we'll be in shape till major only, and that's August. So we have like 4 months to basically figure it out. Well, basically there is super different type of players than I had in MOUZ before, which is pretty cool. It's really nice always to investigate something new. Obviously I have Oscar on like super primary op position, which is pretty cool for me. I was working with Angel before, a lot of time to be honest, since 1.6, and we know how to work with each other. I hope that will help. I really like Issa because I was talking a lot with him before in tournaments, and he's like really how to call it, happy guy, you know, and he's bringing atmosphere in teams, so that's pretty cool in general. But I don't know how it will work in future, but I hope we'll just find each other and we will just click soon. Not soon, but as soon as possible, I would say. So yeah, thanks everyone, всем спасибо, пишите, будем отвечать потихоньку. Hello guys, subscribe to our channel and give us some likes.